тихой палате городской клиники в небольшом городе Ларвуд, под мерный писк аппаратуры, лежал мужчина, чье дыхание едва различалось. Белые стены отражали холодный свет ламп, а запах лекарств пропитал воздух, будто напоминая о хрупкости человеческой жизни. Рядом стояла девочка по имени Миили, маленькая, хрупкая, не старше 10 лет. В руках она держала потрепанную игрушку, единственный предмет, который придавал ей хоть немного уверенности. Она не до конца понимала, что значит слово «конец», которым врач описал состояние мужчины, но ее детское сердце чувствовало угрозу потери. Доктор Эйрвин, уставший, с глубоко осевшей тенью под глазами, подошел к опекуну девочки и тихим голосом сказал, что надежды почти нет. Его слова были короткими, тяжелыми, и даже профессиональная выдержка не могла скрыть сожаления. Миили стояла неподвижно, словно боялась лишним вдохом нарушить хрупкое равновесие. Она смотрела на лицо лежавшего мужчины, Кайрена, своего родственника, которого едва помнила. Он был бледен, неподвижен и казался уже наполовину ушедшим в другой мир. Не отдавая себе отчета, девочка подошла ближе. Ее маленькая ладонь медленно протянулась и коснулась его носа, так легко, будто боялась, что он рассыплется от любого движения. Это детское, странное по своей простоте прикосновение заставило всех присутствующих замереть. Доктор Арвин, стоявший неподалеку, нахмурился. Он видел множество драматичных сцен, но никогда, чтобы ребенок так уверенно и естественно касался человека между жизнью и смертью, как будто мог удержать его в мире одним лишь своим присутствием. Девочка наклонилась и что-то прошептала. Тихие, неразборчивые детские звуки, больше похожие на песенку. Она не просила чудес. Она просто делилась теплом своего маленького сердца. Минуты тянулись медленно. В палате стояла густая тишина, будто весь воздух замер, выжидая. И вдруг мужчина едва заметно шевельнул пальцами. Миили вздрогнула. Ее глаза расширились, а по лицу пробежала робкая улыбка, словно она почувствовала то, что взрослые боялись даже предположить. Доктор подбежал к монитору. Показатели начали менять ритм. Медсестра, стоявшая у двери, вдохнула шумно, едва удерживая слезы. Мужчина снова пошевелил рукой, на этот раз увереннее, будто пробивался сквозь плотный слой тумана. Девочка, почти забыв дышать, прижала ладони к его щеке. Ее присутствие было тихим, но сильным, как маленький луч света в комнате, теряющий надежду. Секунды превращались в минуты. Кайрен медленно повернул голову, словно прислушиваясь к ее маленьким словам. Когда он с трудом открыл глаза, Миили тихо рассмеялась от радости, чистым, искренним смехом, который наполнил палату теплом. Он узнал ее. Это было видно в его взгляде, слабом, но настоящим. Доктор Арвин почти не верил своим глазам. Медицинские показатели улучшались, но никакие цифры не могли объяснить то, что происходило. Миили обняла мужчину, будто боялась снова потерять. Ее руки дрожали, но в этой дрожи было все — любовь, страх и невероятная детская вера. И в тот момент палата перестала быть местом боли. Она стала местом маленького чуда, созданного не приборами и не врачами, а ребенком, который просто решил не отпускать того, кто нуждался в его присутствии. Так, в маленьком городке Ларвуд, среди белых стен и писка аппаратов, жизнь вернулась туда, где ее уже никто не ждал.